Новая пощечина Путину, еще один кусок пирога потерян для режима и ведется охота за новыми. Мир снова проверяет на слабость, кто моргнет первым. Венесуэла дает бой американским военным. Страна не захвачена и режим готовится к мести, пока в Вашингтоне делят венесуэльскую нефть. Германия готовит удары по дипфейкам и раздеванию, цензура или защита прав. Если государство меняет законы, то масштабы уже пугают. Большая война возвращается под другим флагом. Серия авиаударов по соседней стране. Значит, прекращение огня уже просто слово на бумаге? Кто сорвал последнюю тонкую грань? Об этих и других главных событиях утро субботы, 10 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый улов Вашингтона. Еще один танкер задержан береговой охраной. И еще один танкер, который привык ходить в тени, внезапно перестал быть невидимым. На этот раз его остановили так, что легенда про флаги и маршруты больше не спасает. Американцы задержали нефтяной танкер «Олина», который связывают с российским теневым флотом. Судно ранее выходило из Венесуэлы и возвращалось в регион. При этом, по данным медиа, использовало поддельный флаг Восточного Тимора. «Олина» был задействован в экспорте нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского и Черного морей, а также с Дальнего Востока. Сам танкер находился под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. И именно это делает задержание не просто эпизодом, а сигналом. Теневой маршрут все чаще заканчивается не в порту назначения, а в точке остановки. Но и это еще не все. Медиа пишут о преследовании американскими силами еще 4 кораблей теневого флота. Думаю, скоро мы услышим и об этом. Варшава нервничает. В ЕС все ближе подписание сделки с Меркосур, блоком Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая, а польские фермеры уже выходят на улицы. Польша голосовала против, но большинства хватило, чтобы дать зеленый свет на подписание. И теперь судьба соглашения уходит в Европарламент. Евросоюз сдвинул с мертвой точки сделку, которую тянули четверть века, с 1999-го, и сделал это вопреки открытому сопротивлению нескольких крупных стран. Франции, Польши, к ним присоединилась Ирландия, Венгрия и Австрия. Решающим оказался один голос, который в последний момент перевесил чашу. Именно Италия обеспечила критическую +1. Подписание планируют провести в Парагвае, который сейчас председательствует в Меркосур. На церемонию ожидают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Кошту. В Брюсселе называют будущую зону свободной торговли крупнейшей в мире. Речь о рынке на более чем 700 миллионов человек и говорят о постепенной отмене пошлин более чем на 90% товаров. Еврокомиссия оценивает экономию для европейских компаний в 4 миллиарда евро в год и рассчитывает на усиление экспорта от автомобилей и техники до вина и крепкого алкоголя. В случае Меркосур интересы различаются. В Европе они не одинаковы. Одни производят больше в надежде больше продать в Южную Америку. Другие имеют очень скромные аппетиты, когда речь идет об экспорте собственной сельскохозяйственной продукции. И их не слишком волнует конкуренция оттуда. В итоге дело не в том, что Туск убедит Мелони или Мелони убедит Макрона. Каждый старается как можно точнее определить собственные интересы. Это и есть баланс польских интересов. Но именно сельское хозяйство остается минным полем сделки. Противники боятся, что европейских фермеров вынудят конкурировать с более дешевой продукцией из Южной Америки, а высокие стандарты ЕС по безопасности пищи и защите животных и растений окажутся под давлением. В ответ в Брюсселе настаивают, что на рынок ЕС будут допускаться только товары, соответствующие требованиям Союза. Цифровая цензура или здоровое регулирование? Берлин наконец-то собирается закручивать гайки против раздевания людей нейросетями. Минюст Германии заявил, что в ближайшее время представит меры, чтобы уголовное право работало эффективнее против массовых манипуляций изображениями, которые нарушают личные права. Повод — история с искусственным интеллектом Grok в X от Илона Маска. Чат-бот с пикантным режимом позволял генерировать сексуализированные изображения женщин и детей, часто без согласия тех, кого рисуют.
Недопустимо, что манипуляции в больших масштабах используются для систематического нарушения личных прав. Поэтому мы хотим обеспечить, чтобы уголовное право могло быть эффективнее использовано для борьбы с этим. Германия готовит усиление регулирования дипфейков и закон против цифрового насилия, чтобы у жертв появилось больше реальных инструментов защиты. А из Лондона уже звучит давление в соцсети X. Британский министр технологий Лиз Кэндалл публично потребовала срочно остановить распространение интимных дипфейков. Пленных не брать. Оккупанты готовятся к очередному военному преступлению. Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что услышали об этом в радиоперехвате рядом с Покровском. По данным разведки, военнослужащие десантно-штурмовой дивизии РФ обсуждают приказ командира расстреливать украинских военнопленных. Так, надо будет вот это до перекрестки все зачистить. Зачистить аккуратно все, спокойно, выслушивать. Никого в плен не берем. Услышали, всех там не спрашивайте никого там имя. Всех надо уничтожить. В разведке подчеркивают, системные казни и пытки пленных, убийства гражданских и внесудебные расправы – это не срыв, а сознательная практика армии государства-агрессора. ГУР заявляет, что за каждый такой эпизод виновные будут установлены и понесут ответственность. В Портленде стрельба с участием федералов, и это уже выглядит как закономерность. Накануне агент пограничной службы США ранил мужчину и женщину во время выборочной остановки автомобиля в Восточном Портленде, рядом с медклиникой. В Департаменте внутренней безопасности утверждают, что водитель, подозреваемый в связях с венесуэльской бандой, попытался превратить машину в оружие и наехать на агентов, после чего прозвучал оборонительный выстрел. Reuters отдельно подчеркивает, обстоятельства инцидента независимо не подтверждены. Это расследование только начинается. Разные ведомства подключаются и объединяют усилия. Мы тесно работаем с полицией Портленда. Здесь также находится ФБР. Мы следим за тем, чтобы у них были все необходимые ресурсы. Пара уехала с места стрельбы, а через несколько минут полиция получила сообщение. Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями просят помощи примерно в 2 милях от места остановки. Это произошло на следующий день после того, как агент миграционной службы в Миннеаполисе смертельно ранил 37-летнюю мать 3 детей. И на фоне этой истории местные власти в Орегоне уже требуют расследования и призывают к спокойствию. Но недовольны политикой миграционной службы и поведением полицейских не только в этих штатах. Миннесота требует прозрачности, а Вашингтон закрывает дверь. Губернатор Тим Уолз заявил, что администрация Трампа отказала штату в участии в расследовании. Федеральные власти забрали дело себе. Расследование ведет ФБР, а Бюро криминальных расследований Миннесоты фактически отрезали от материалов свидетелей и доказательств. Я буду и дальше настаивать на том, чтобы мы были участниками расследования и чтобы именно мы проводили это расследование так, чтобы жители Миннесоты могли доверять его результатам. У меня нет заранее сформированного мнения. Да, я видел эти кадры, но всестороннее расследование покажет, что происходило до этого. На этом фоне в Миннеаполисе проходит акция против миграционной службы. Утром задержали 3 участников, а федеральные силы применяли химические средства для разгона. Война разгорается, не успев остыть, или это только одна молниеносная операция сил обороны? Перемирие на Ближнем Востоке снова трещит по швам, и на этот раз ответ пришел не в заявлениях, а с неба. В Иерусалиме дают понять, терпение закончилось, правила будут навязывать силой. Цахал нанес серию авиаударов по объектам Хизбаллы в южных и восточных районах Ливана. Под удар, по данным израильской армии, попали районы вокруг Эйн-Кан, Риханы, Тефаха и Саджа. В Израиле заявили, что целями стали склады оружия, производственные площадки и пусковые позиции, которые, по версии Цахал, использовались для восстановления боевого потенциала группировки. Израильская сторона увязывает эти удары с нарушениями режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Смысл сигнала читается прямо: любые попытки восстановиться под прикрытием перемирия Израиль будет воспринимать как повод для новых ударов и действовать заранее, не дожидаясь следующего обострения. Атака Трампа на Каракас может оказаться бессмысленной. Венесуэла после рейда США делает вид, что ничего не сломалось. Временная глава страны Дельси Родригес заявила, что Каракас не подчинен, и утверждает, что венесуэльские и кубинские силы вступали в бой с американскими военными во время операции по захвату Николаса Мадуро, которого теперь судят в Нью-Йорке.
Мы оставляем им в наследство историю страны, которая не сдается, страны, которая не подчиняется. Мы не являемся независимыми, ни порабощенными. У нас есть историческое достоинство, и у нас есть приверженность и верность президенту Николасу Мадуро, которого похитили, и мы верны первой леди и конгрессвумен Силии Флорес. И мы поклялись не знать покоя, пока не увидим их свободными. Снова в своих домах и снова на своей родине. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что очень сильно участвовал в планировании военного рейда, в ходе которого захватили Николаса Мадуро. Теперь он через день якобы председательствует на совещаниях и добивается, чтобы новое правительство Венесуэлы делало то, что нужно США в интересах Америки. Звучит как прямое признание: Каракас должны перестроить под внешний контроль. Как выглядит моя роль? Моя роль будет такой, какой попросит президент. Точнее, практически каждый день, я бы сказал, через день я председательствую на встрече, которую мы проводим среди ключевых лиц Белого дома, чтобы обсуждать следующие шаги, чтобы попытаться обеспечить стабильность в Венесуэле. И как распорядился президент, чтобы новое венесуэльское правительство действительно прислушивалось к Соединенным Штатам. А в Вашингтоне уже пошел откат назад. Сенат проголосовал за продвижение меры, которая должна ограничить военные полномочия Трампа по Венесуэле без одобрения Конгресса. Итак, сегодня Сенат сделал действительно критически важный шаг к восстановлению своих конституционных полномочий и к тому, чтобы остановить президента Трампа, который рывками движется к еще одной бесконечной, дорогостоящей войне, в то время как американские семьи здесь борются с взлетевшими до небес ценами. Трамп взбесился и публично прошелся по республиканцам, которые проголосовали вместе с демократами. И на этом фоне Белый дом готовит встречу Трампа с нефтяниками. На столе план инвестиций в венесуэльскую нефть уже после взятия Мадуро. В предыдущем выпуске мы рассказывали вам о комбинированном ударе по Украине, когда Россия засветила пресловутый орешник. Мы также показывали, что эхо войны долетело и до России, и обсуждали резкую внешнюю линию Вашингтона. Ведь Трамп заявил о переходе к наземным действиям против наркокартелей в Мексике. Покушение на оппозицию, новые всплески протестов в Иране с отключением интернета и расстрелом протестующих, и военная техника на улицах Беларуси. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и до встречи уже вечером.